Здравствуйте, мои дорогие! Я не могу поверить, что уже середина декабря, и мы снова готовимся к Новому году. И я приготовила для вас репортаж, как готовиться к Новому году, к Рождеству в Новой Зеландии, как готовится наша семья и как вообще встречают Новый год и Рождество в Новой Зеландии. Во-первых, я хочу вам напомнить, что в Новой Зеландии сейчас лето. И вот эти вот, конечно, прекрасные сейчас солнечные дни, вот это я снимала буквально на выходных, а сегодня, смотрите, вот опять дождь. Поэтому такая погода у нас обычно до 1 января, а потом уже совсем лето начинается. Но люди уже вышли, видите, и купаться, и загорать, заниматься всякими водными видами спорта. Поэтому уже чувствуется лето, уже чувствуется это летнее настроение. И, конечно, возникает такой когнитивный диссонанс, что вроде бы как Новый год на носу, а наоборот в самый разгар лета. Но, конечно, напоминают о Новом годе. Это такие различные таблички, где продаются елки, вот, например, как вот это. Или, например, заходя в супермаркет, обязательно будут вот какие-либо декорации к Новому году, продукты будут новогодние и рождественские, которые всегда напомнят тебе, что сейчас Новый год, Рождество, и сейчас, пускай даже лето, но все равно зимние новогодние праздники скоро. Вообще, конечно, новозеландцы встречают Крисмас гораздо более масштабно, чем Новый год. Я спросила у человек 10, наверное, новозеландцев, как они отмечают Новый год. В большинстве своем сказали следующее. Обычно мы ужинаем, а потом люди не спят и смотрят на фейерверки в полночь. И обычно мы остаемся и празднуем до утра. А до скольки? Каждый по-разному. Может быть, до 4, 5, 6 утра. О боже, а как насчет твоих родителей? Мои родители? Ой, они ложатся спать. Они не ложатся спать до 12? Да, все не спят до полуночи, чтобы увидеть Новый год и фейерверки. И я думаю, что люди обычно ложатся спать около часа или 2, но мы вообще не спим. Мы любим встречать Новый год. Вы молодежь, наверное. Да, празднуем. Спасибо. Рождество в Новой Зеландии встречают 25 декабря. Как правило, собирается всей семьей на обед. Очень часто на обед вот такая вот ветчина запеченная подается, либо вот такую можно купить и самим сделать. Но индейка тоже есть такое, скажем, в традициях, но все-таки ветчина в Новой Зеландии почему-то, на мой взгляд, чаще встречается. И, конечно, стол ломится от различных других блюд. И десерт обязательно будет. И, как я уже сказала, Рождество встречается более масштабно. Так с чего начинает каждая семья подготовление к Рождеству и к Новому году? Угадайте? С уборки. С уборки своего дома, с уборки своего сада. И так и слышно, из каждого дома доносится то газонокосилка, то триммер, то еще какие-нибудь пилы и так далее. Конечно, все хотят встречать Новый год в аккуратном каком-нибудь убранном саду или доме. И, наверное, эта традиция свойственна вообще всем странам. Сейчас поработаем, а вечером придет муж, и мы посидим и поговорим с ним за костром и за ужином. Как тебе новогоднее настроение? Новогоднее настроение. Пока его нет. Пока нет, но я думаю, через недельку оно появится, оно обязано появиться. Потому что новозеландцы будут праздновать Рождество. И это, ты же понимаешь, это же шумные компании, это огни на всех домах, это гирлянды, салюты и так далее. И оно, безусловно, придет. Какой у тебя был самый такой счастливый Новый год, когда ты помнишь? Он был не один. Я бы так сказал, наверное, у меня не было несчастливых Новых годов. Новых годов. Но были запоминающиеся, да. Я не один могу вспомнить и в детстве, когда Новый год как праздник казался просто волшебным. Это какая-то сказка была. И новогодние елки, и родители, которые подарки дарят, и это пахнущая елка с игрушками, мандарины. Не поймал. Мандарины, они, безусловно, дарят
ощущение Нового года. Но это скорее такой вкус и запах из детства. Ну, вот. Позже в юности была масса приключений, всяких стремлений куда-то там. И были другие новогодние праздники. Но это происходило в России. В России это национальный праздник, даже круче, чем День Конституции. Ну, вот. И празднуется всегда широко, радостно. Все друг другу кажутся братьями в это время. В общем, замечательное такое объединяющее новогоднее настроение. Мне кажется, знаешь, что без елки вообще не может быть нормального Нового года. Вот. Какой это Новый год, да без елки. Да. Завтра поедем купим елку. Обязательно с запахом. Елки в Новой Зеландии продаются на улице. Вот эти вот елки я сняла рядышком от моего дома, недалеко к церковь. И при церкви вот такие вот поставили контейнеры, и в них продают елки. Елки в среднем стоят от 50 до 100 новозеландских долларов. А также елку можно купить на ферме. Вот мы сейчас поехали на ферму купить нам елку. Люди на этой ферме, это семейный бизнес, они здесь живут, они здесь же выращивают эти елки. Ну, у них, конечно, другой есть еще бизнес, не только елки они выращивают, но вот получается перед Рождеством они зарабатывают тем, что они продают эти елки. Живут они, ну, вот в этом доме здесь же, и здесь же у них рядышком с домом вот сейчас вот такой вот магазин, где они продают вот эти вот деревья. Запах здесь чудесный. Hello. Put that 295 tree there because it's enormous and no one sees it because it's like around the corner. And then it's like huge. I've got one that's got to come off. Yeah, but look, then you go there. But this one's so big, you don't see it. It's kind of. Смотрите, ну, вот это хорошее. All the trees are priced, you just find them when you want, and I've got lovely spruce as well. Yeah, see that. Norwegian spruce, yeah. Oh, and Christmas trees. You're welcome. Have a happy Christmas and a happy New Year. Наша елка стоила $65 новозеландских, и вот такая шикарная елка приехала к нам домой. Давайте я вам покажу, как украшен Окленд. Конечно, здесь нечем хвастаться, но все-таки можно с вами поделиться этим. Вообще, конечно, нельзя похвастаться, что Окленд такой город богатый культурными какими-то мероприятиями, но все-таки к Рождеству бывает, проходят концерты рождественские. Их не так много, но все-таки они бывают. Ну, а город, конечно, сравнить украшения, насколько он украшен, ну, достаточно, я бы сказала, скупо по сравнению с крупными городами Европы или той же самой России. У чаек у всех одинаковое поведение, независимо от страны проживания. Это один из магазинов в Окленде, который делает инсталляции вот такие каждый год к Рождеству. Вот эта птичка киви и какие-то маленькие эльфы. Так, вот это у нас кириру, птица, помните, да? Который лесной голубь. Тоже киви. Совсем другие в этом году инсталляции, но киви я не видела еще. Вот сделали такой, мне кажется, он какой-то страшненький немножко. Ну, вообще в городе атмосфера чувствуется, что она рождественская, несмотря на то, что нет как-то больших каких-то маркетов, как обычно это принято, не знаю, в той же самой Европе. Но достаточно много народу.
в ресторанах много отмечают, корпоративы различные проходят. И сегодня вот воскресенье вечер. Обычно в воскресенье вечер уже рестораны не настолько многолюдны, потому что люди готовятся к понедельнику. А вот сейчас воскресенье, и все равно достаточно много народу, люди сидят, ну, пьют пиво, вино в барах и в ресторанах. И я бы сказала, что чувствуется достаточно такой дух, что ли, какого-то уже празднования. Я сейчас потихонечку буду переходить к другой части, к моей заключительной части. Это вечернее время. Есть такая улица у нас, Франклин Роуд в Окленде, где достаточно много гирлянд. Франклин Роуд в Окленде перед Рождеством – это что-то невероятное. Каждый год жители этой улицы превращают ее в настоящую праздничную сказку с сотнями огоньков, гирлянд и рождественских украшений. Украшения, каждый дом старается удивить. От Санта-Клаусов на крыше до светящихся оленей на газоне. Иногда кажется, что это соревнование, кто сделает лучше. Люди гуляют, смеются, слушают уличных музыкантов, дети бегают от восторга, что столько огней. И вообще все загорается с наступлением темноты. И если хотите увидеть вот эти огоньки, конечно, надо приходить после 8. Но в этом году есть закон, что в 10 часов все огни надо потушить, потому что, конечно, на улице становится очень шумной, много автомобилей, народ, видите, сколько много слоняется. Поэтому, конечно, жителям, если хочется отдохнуть, то это сделать сложно, если такое здесь скопление народа. Поэтому до 10 часов вечером. И, конечно, проблемы большие с парковкой. Вот мы для того, чтобы остановиться, пришлось припарковаться аж где-то примерно, не знаю, квартал, наверное, от этой улицы. Ну что, друзья, на этой ноте я сегодня заканчиваю свое видео. Не знаю, слышно ли вам меня или нет, но я уже еду домой, и прекрасный Окленд уже скоро ложится спать. У меня сел микрофон, поэтому не знаю, как вам будет меня слышно.
Всего вам хорошего. Я еще сделаю, конечно, еще одно новогоднее видео, где я вас поздравлю. А сейчас вам прекрасных подготовлений к Новому году. Обязательно купите елку. Всего вам самого доброго. Пока.